Здравствуйте, уважаемые зрители! Вчера я на своем канале выпустил ролик, где политический аналитик Киверян заявил: 300 тысяч солдат армии РФ должны войти в Дагестан, из Дагестана в Азербайджан, чтобы защитить миротворцев. Ну, чтобы помочь российским миротворцам, у них мало сил, им надо подмога. 300 тысяч. Комментариев много, мне понравились. Да, а готовы у них еще 300 тысяч пакетов, правильно? Это первый вопрос. Второй вопрос, а на Украину кого отправлять будет? Да, Жора КГБ, молодец. Хороший комментарий оставил. И вот теперь Киверян продолжил эту тему. Смотрю, он такой не глупый, он понимает ситуацию, которая сложилась сейчас здесь, Ханкинди и Горис, на этой трассе, и как будет дальше развиваться события. Вот что он заявил. Уступить азербайджанцам сейчас, это он заявляет, открыть путь для новых требований. Вот этот аналитик Киверян. Сейчас знакомлю, что здесь пишут. Либо азербайджанцы должны попытаться добиться хотя бы минимума из запрограммированного, либо, по крайней мере, должны получить обещание, что армянская страна выполнит эти требования в той или иной срок. Сила сейчас, инициатива на азербайджанской стороне. Они не откажутся от своих требований. Это тщательно спланированная, распределенная паролем специальная операция, заявляет Киверян, которая осуществляется спецслужбами этой страны, то есть Азербайджаном. Они открытым текстом говорят о своих целях. Во-первых, урвать у армянской стороны то, что они называют Зангезурским коридором. Во-вторых, добиться мирного договора, в котором карабахский вопрос будет преподноситься как внутренний вопрос Азербайджана. И как минимальная программа контроля над Чинским коридором рудником, сказал Киверян. Так, он заметил, что сейчас фактически азербайджанцы держат закрытым Лачинский коридор и открывают его по отдельным случаям, выполняя функцию контроля над этим коридором. Что касается рудников золотоносных, да, то здесь цель влезть во внутренние вопросы Карабаха. Азербайджан говорит, что это моя территория, и я имею право заходить проводить проверки. Сейчас они должны либо попытаться предотвратить жизнь свою минимальную, ну правильно, минимальная программа Азербайджана. Сейчас надо добиваться, да, чтобы все освобождать, свои земли, свои территории, навести порядок там, правильно азербайджанцы делают. Армяне, конечно, недовольны, что азербайджанцы уже практически на золотоносные рудники. Сейчас где-то карта, вот здесь где-то уже армяне зашипели, мол, Варданян все, в штыки, как это... Наши золотоносные рудники, Азербайджан свою мониторинговую миссию хочет уже оттяпать наши рудники. Но вот этот Киверян говорит, что так, что касается рудников, то здесь цель Азербайджана влезть в внутренние дела Карабаха. Азербайджан говорит, это моя территория, я имею право заходить проводить проверки. Так, по его словам, сейчас заявлению российской стороны они ждут, чтобы армянская сторона выразила свое мнение. Выполнение этих требований придет к тому, что азербайджанцы не только не отступят от следующих требований, но начнут уже с усиленных позиций предъявлять остальные требования. Когда Азербайджан получает от нас что-то, он не останавливается, а продолжает продвигать остальные требования. Поэтому уступить сейчас будет означать открытый путь для остальных требований. Так, на вопрос, почему именно сейчас Азербайджан пошел на этот шаг, Киверян ответил, что это обусловлено ослаблением позиции российской стороны. Азербайджан уверен, что не получит отпора от русских. Что касается позиции Армении, Киверян сказал, действующие власти в течение 4 лет всегда пытались найти виновных. Либо виноваты бывшие, либо русские, либо... Бывшие продали чин русским, но действительность в том, что они довели страну до такой ситуации, что Азербайджан не воспринимает Армению даже как субъект. И он говорит, 100 тысяч граждан Армении заблокированы. И ты как государство ничего не предпринимаешь в этом направлении. Да, вот такое мнение политолога Киверяна. И Давид Бабаян затрубил тревогу, что, мол, там уже начинают умирать
карабахские армяне с голода, уже 10 дней блокады, он говорит, уже там голод начался. Давид Бабаян заявил, применять санкции будут только тогда, когда народ Карабаха погибнет от голода, вопросительный знак. Видите, уже намекает, скоро начнет умирать 100-тысячное население в Карабахе. В Рио главы МИД Карабаха Давид Бабаян в контексте блокады республики со стороны Азербайджана заявил, что народ страны столкнулся с гуманитарной катастрофой. Так, мы видели, что многие страны отреагировали очень жестко, призвав Азербайджан прекратить осаду и блокаду. Для нас это важно. Мы ждем последствий. Что предпринять? Санкции будут только после того, как народ Карабаха погибнет от голода. Ну, через месяц уже погибнет, если 30 дней не есть, можно и погибнуть. Если так, то санкции после этого нам уже не понадобятся, заявил он. Уже санкции не нужны будут. После месячного голода в Карабахе на территории не останется ни одного армянина. Так что, видите, тактика у Азербайджана правильная. Получается, что заморить голодом в Ханкинди. Там они пишут, эти издания, армяне говорят, что у нас там что-то около 40 тысяч в Ханкинди. В общем, ситуация, видите, какая складывается, сами видите, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.